Друзья, приветствую вас! Это утренний обзор. Давайте рассмотрим, какие ключевые события происходят, что ждать, куда пойдет доллар, рубль, евро, нефть, золото сегодня на открытии российской площадки. Давайте сегодня начнем с анализа позиций Форекс. Итак, что касается фьючерс РТС, здесь срезали лонговые позиции юридические лица, ну и как следствие ожидают коррекционный откат. Так, далее Сбербанк. Здесь шортов юрики порезали поболее, чем лонгов. Соответственно, по Сбербанку наиболее вероятно либо консолидация, либо продолжение роста до 300. Газпром. Здесь идет срезание шортов на фоне увеличения спроса на газ. Соответственно, здесь наиболее вероятно либо консолидация, либо может быть дальнейший рост. Конечно, здесь все упирается во внешний фон, но тем не менее, то, что такая погодная ситуация в Европе, в Соединенных Штатах, это достаточно благоприятный фактор для Газпрома, для Новатэка. Так, Норильский никель, здесь ставка на продолжение роста. С чем это связано? Это связано с тем, что по имеющимся данным ожидается отскок в автомобильной промышленности в 2021 году, рост производства и повышение спроса на палладий. Ну а палладий, как мы с вами знаем, это ключевая продукция норильского никеля. Так, далее рубль-доллар, сишка. Здесь юрики сделали ставку на то, что рубль к доллару будет укрепляться. Опять же, обращаю внимание, это не значит, что именно такое движение, оно весь день будет происходить. Вполне возможно, здесь будет какой-то короткий задерг и потом возврат в то движение, которое уже постепенно формируется на рост доллара. Так, а вот евро-рубль, здесь ожидание у юриков на рост евро против рубля. Евро-доллар, здесь ставка на то, что либо евро к доллару будет снижаться, либо боковик. Таким образом, по позициям валют видим, есть определенная раскорреляция. Ну, то есть юридические лица делают ставку на укрепление рубля к доллару, на укрепление евро к рублю, и при этом евро к доллару будет проседать. Но такое периодически бывает, это возникает из-за того, что кто-то хеджирует позиции. Сейчас на графиках мы детально посмотрим, в какую сторону наиболее вероятно будет движение. Так, далее нефть Brent. Здесь юридические лица делают ставку на то, что нефть будет проседать. Серебро. Здесь ставка на то, что серебро будет продолжать проседать. Золото. Также ставка на то, что золото продолжит падение и не удержится на достигнутых значениях. Природный газ. Здесь тоже ставка на то, что природный газ будет падать. Несмотря на холодную зиму и на прогнозы метеорологов. Так, друзья, далее то, что касается новостей. Вчера вот вышла очень интересная новость о том, что Илон Маск, когда начал разгораться скандал с WhatsApp по поводу конфиденциальности данных, он рекомендовал своим подписчикам в Твиттере использовать мессенджер Signal, но он был краток, use Signal, и после этого медицинская компания Signal Advance улетела в космос, за 3 дня выросла в 50 раз. Вот такие вот дела бывают на рынке. Так, далее от S&P прогноз по поводу мировой экономики. То есть есть сейчас сценарий, который наиболее вероятен. Они ожидают, что к сентябрю текущего года будет возврат на уровень 2019 года. С учетом того, как часто в последнее время прогнозы в худшую сторону пересматривались, я думаю, дай бог, если в 2022 году. Так, ну и далее успешный президент Трамп провел торговые войны с Соединенными Штатами. Результат 1:0 в пользу Китая, потому что сальдо торгового баланса растет и никак не сокращается. Ключевая цель была сделать таким образом, чтобы сальдо торгового баланса сократилось, и Соединенные Штаты не были должны Китаю. Результат обратный, как мы видим. Так, друзья, далее календарь событий. Исходя из того, что у нас сегодня должно произойти, это краткосрочный прогноз ситуации на рынках энергоносителей от EIA. Это будет в 15:00. Соответственно, вот этот прогноз, он может существенно повлиять на цены на нефть, на газ, ну и на российский фондовый рынок. Далее 18:00 число открытых вакансий на рынке труда, Соединенные Штаты. Ну, здесь, в общем-то, индикатор того, что происходит с реальным сектором экономики.
И уже вечером выйдет информация, которая касается России, это индекс потребительских цен. Так, ну это возвращаясь к теме Соединенные Штаты, Китай. Дело в том, что есть определенная статистика, как происходят так называемые торговые войны вообще за всю историю. То есть то, что введение санкций и так далее и тому подобное. Из мировой практики те страны, которые начинали торговые войны, то есть начинали вводить всевозможные пошлины, ну какие-то преференции для своих компаний создавать, они всегда эти войны проигрывали. Это просто обычная экономическая статистика. Ну и здесь уже на текущий момент Соединенные Штаты проиграли от введения тарифных пошлин против Китая. И в дальнейшем, скорее всего, эта ситуация будет усугубляться. Потому что, как показывает практика, та же экономическая теория, то же экономическое развитие мира, здесь нужно действовать путем создания более лучших и конкурентных условий внутри, чтобы было выгодно производить у тебя. Вот. И все эти тарифные пошлины, они приводят к деградации в конечном счете того, кто их вводит. Потому что он ухудшает конкуренцию внутри себя, в промышленном производстве, в производстве интеллектуальной собственности, и тем самым он создает предпосылки для того, чтобы тот, против кого пошлины вводятся, он еще в большей степени давил экономику импортера. Так, ну что касается всего этого Трамп-риота, который активно идет в Соединенных Штатах, Пенс на текущий момент отказывается использовать 25-ю поправку Конституции и не излагать Трампа. Поэтому завтра, в среду, скорее всего, демократы будут принимать какую-то резолюцию относительно импичмента Трампу. Но, исходя из моих ощущений, никакого импичмента не будет. Сейчас вот этот вот цирк Шапито, он будет до 20-го продолжаться. Там то импичмент, то не импичмент, то мы будем, то мы не будем. Ну и, в общем-то, нужно держать определенный накал для того, чтобы народ не думал, что все так просто, инаугурация Байдена и все. На самом деле вот эта ситуация, которая сложилась, она демократам и в частности Байдену выгодна. Потому что в текущих условиях наверняка Трамп использует другую поправку, 14-ю, для того, чтобы помиловать себя и свою дочку. А в соответствии с этим те лица, которые помилованы в части организации покушения на демократические свободы и власть, они не могут участвовать в президентских выборах. Таким образом, вот это вот шоу, которое было устроено, оно приведет к тому, что сам Трамп, ну как минимум, не сможет участвовать в выборах президентских следующих, и он поставит крест на политической карьере своей дочери. Вот. Ну и напоминаю, там у него нарисовались определенные экономические сложности у его империи, им построены. И поэтому, как только он перестанет быть президентом, наиболее вероятный сценарий, даже если его никто не будет преследовать, ну, скажем так, его бизнес-империя может начать сыпаться. Но и здесь как бы ситуация заключается в том, что его бизнес — это строительство недвижимости, и там достаточно ощутимый сегмент у него связан со строительством и эксплуатацией отелей. А как мы знаем с вами, сейчас отели и путешествия, они не в фаворе. И скорее всего эта ситуация, она еще 1, 2, 3 года продлится. Поэтому Трамп, я думаю, у него будет масса нюансов. Так, друзья, то, что касается ковидных дел. Вот уже сделано 29 миллионов прививок. То есть все-таки вакцинация пошла немножко пободрее. Ну и тем самым, чем она быстрее идет, тем больше шансов на то, что мировая экономика выйдет из штопора. Так, ну и далее то, что касается ковидного мониторинга на текущий момент. В Соединенных Штатах пока роста новых случаев не наблюдается. В России тоже ситуация более или менее стабильная. Но ухудшение ситуации происходит в Великобритании и в Бразилии. Видим с вами рост новых случаев. Причем в Великобритании здесь вообще что-то ужасное происходит. Так, друзья, далее китайский фондовый рынок CSI 300. Сегодня идет коррекционный отскок. Видите, движение вниз на текущий момент не пошло. Это позитивный момент. Вот, потому что получается вот весь этот разворот на текущий момент, он пока что оказался консолидацией. А подобная консолидация, она приводит к тому, что развивается дальнейшее движение наверх. Так, далее Baltic Dry.
индекс стоимости морского фрахта, здесь вообще ситуация достаточно позитивная, то есть он вообще растет, 10% рост за понедельник показал. Это говорит о том, что мировая экономика, она все-таки крутится, вертится и налаживается. Это хороший позитивный знак. Так, друзья, далее индекс доллара. Сегодня он продолжает рост. Вчера единственный позитивный момент, он закрылся ниже 90,5. То есть это говорит о том, что все-таки движение, оно возможно на излете. Вот. Ну и здесь на сегодня, на текущий момент, вполне может сейчас произойти отбой от уровня 91-90,7. Вот от этого диапазона. Соответственно, этот диапазон, если сегодня не будет взят, не будет пробития, то высока вероятность того, что этот рост не случится, движение на 91,5. И мы увидим здесь отбой и возврат индекса доллара на 90. Вот. Но если все-таки вот этот диапазончик мы сегодня или завтра в крайнем случае берем, то есть 90,7-91, то это будет означать, ну как минимум, то, что движение на 91,5 произойдет. Вот. Ну и вообще это достаточно негативно. Это негативно, потому что это указывает на то, что возможно вот в этом месте произошел разворот потоков капиталов, и соответственно это приведет к укреплению доллара. Но на что хотел обратить внимание, Соединенным Штатам для решения своих и тактических, и стратегических задач не нужен дорогой доллар. Поэтому вот у меня есть определенные сомнения относительно того, что мы все-таки получим в ближайшее время разворот по индексу доллара и удорожание доллара. То есть да, как бы есть определенные моменты, определенные риски, но Соединенным Штатам для решения их проблем, а они все разворачивают таким образом, чтобы весь мир решал их проблемы, нужен все-таки дешевый доллар. Поэтому вот на текущий момент я пока не делал бы ставку на то, что 91,5 будет пробит. Так, ну вот VIX, индекс страха волатильности, вчера показал достаточно существенный рост, но 25,2 пока не пробито. Все это может привести к тому, что отсюда пойдет откат, и все это перейдет в консолидацию в диапазоне 22-24. Так, далее фьючерс SFD на фьючерс S&P. Но здесь вчера разворотная формация на фоне бури событий в Соединенных Штатах. Но смотрите, сейчас пытается он стабилизироваться. Здесь у нас есть локальный уровень, это 3780. Ну даже диапазон 3780-3770. Вот если этот диапазон не пробивается, то все-таки есть достаточно значительная вероятность того, что мы здесь будем какое-то время торговаться, и возможно будет даже еще один задерг и новый перехай. Согласен, что рынок очень сильно перегрет, вот, и давно пора ему хотя бы куда-то сюда, вот в этот диапазон откатиться. Тем не менее, пока нет пробития вот этого диапазона, я думаю, такого отката не произойдет. Ну и на фоне сегодняшнего отскока и роста Китая, я думаю, Америка, она имеет все шансы либо вот от текущих значений, где произошло открытие, либо может быть от диапазона 3780-3770 отскочить немножко наверх. Так, друзья, далее нефть Brent, дневной таймфрейм. Вот, но здесь пока 55 мы удерживаем, ничего страшного нету, хотя по дневкам здесь уже, можно сказать, разворотная формация, но на текущий момент этот разворот не сработал, он перешел в консолидацию. По нефти сегодня в 3 часа будет прогноз от американского управления по энергетической информации. Вот, соответственно, этот отчет наверняка он окажет существенное влияние на движение по нефти. Но на текущий момент вот есть здесь обозначенная поддержка, это 55,2-55, вот этот диапазон. Если он не пробивается, то соответственно мы идем тестировать повторно вот эту вершину 56,4 и далее отрабатываем 56,67. Вот это значение, здесь у него есть определенная цель. Сейчас идет консолидация, судя по всему, эта консолидация приведет к тому, что будет пробитие вот этого более коротенького диапазона 55,85 и движение наверх. Соответственно, движение наверх не срабатывает, если мы получаем пробитие 55.34. В этой ситуации здесь
какое-то время будет проторговка 55, 55,8. Ну и в случае пробоя 54,85 мы увидим, что отсюда произошел выход вниз и пойдет движение на 54. Вот, пока я все-таки думаю, что, наверное, с учетом прогноза холодной погоды, все-таки больше вероятность того, что мы увидим движение сегодня наверх. Так, друзья, далее золото. Российские юридические лица сделали суровую ставку на то, что и золото, и серебро будет падать. Но здесь у нас с высокой степенью вероятности разворотная формация. И вот сейчас 8:30 по Москве идет попытка пробоя 1854. Как только здесь закрепление произойдет, в самое ближайшее время будет движение на 1860. С моей точки зрения, вот мы, наверное, куда-то сюда сходим сегодня. И действительно будет просадка по золоту, но в том случае, если произойдет пробитие 1841. Возможно, какой-то задерг будет, как юридические лица российские планируют. Но вот с моей точки зрения этот задерг вниз надолго не продлится. Мне на сегодня в большей степени видится цель движения 1860. Возможно, даже если здесь закрепляемся, движение на 1882. Так, друзья, далее серебро, тоже 4-часовой таймфрейм. Здесь, в общем-то, все указывает на развитие движения наверх. Вопрос в пробитии уровня 25.51, как только он пробивается, и здесь возникает консолидация, отсюда вполне может произойти движение на 27,4. Вот. Российские юрики сделали мощнейшую ставку на просадку серебра, поэтому в принципе здесь может быть какой-то коррекционный откат на 24,6, 24,4, ну, даже я думаю 24,6. Вот движение вниз, оно менее вероятно. Вот. Если здесь 24,4 будет пробой, то дальше уже, наверное, пойдет движение на 23,6. С моей точки зрения, мы сегодня наиболее вероятно будем в этом диапазоне находиться. Вот. И, наверное, все-таки мы его пробьем и разовьется движение, первая цель которого будет 26, 26,1. Может быть коротенький задерг на 24,6. Вот, но в любом случае, я думаю, динамика будет позитивной. Опять же, позитивная динамика отменяется в случае движения вниз и пробоя 24,4. Так, друзья, далее рубль-доллар. USD Tomorrow, дневной таймфрейм. Что мы здесь с вами видим? У нас, по сути, идет формация, которая указывает на движение, цель которого сначала 75, потом 76. Российские юрики сделали ставку на укрепление рубля. Вот, поэтому, может быть, с утра будет задерг на 73,85, вот сюда вот. Я думаю, это предел. Скорее, все-таки мне в большей степени видится, что будет движение. Сейчас мы посмотрим на часовике. Вот на часовике, я думаю, более вероятно, что отсюда у нас пойдет движение, цель которого потестить 75. В каком случае сейчас вот этот сценарий не срабатывает, а юридические лица оказываются правы? Если на открытие пойдет движение вниз и пробой 74,45. Вот, если пробой этот закрепится, пробой вот этого диапазона 74,45, 74,35, то да, в этой ситуации мы увидим наиболее вероятно движение на 74, 73,85, вот сюда, вот в этот диапазон. Я думаю, такой сценарий мне видится маловероятный. Может, какой-то задерг куда-то сюда вот будет на укрепление рубля, но потом, я думаю, более вероятно все-таки движение на 75. Вот эта цель, она прям напрашивается. Так, друзья, далее евро-доллар. Но смотрите, здесь у нас 1.22 уровень не устоял. И поэтому есть, конечно, вероятность того, что будет отражение 21,3. Но я думаю, все-таки движение сейчас, ну, по логике вещей, должно продлиться куда-то на 1.21. Вот сюда, вот к этому значению. Даже если вот здесь вот какой-то будет отбой, на фоне того, что здесь двойное дно рисуется, я думаю, все равно будет задерг на 1.21 с целью потестить вот это значение, вот этот диапазон. На 4-часовике сейчас рисуется попытка разворота, но она была и ранее, вчера. Вот, с моей точки зрения, то, что пробили 1.22, это указывает на то, что в любой момент
будет либо задерг, либо устойчивое движение на 1.21, поскольку это был здесь ключевой уровень, удержание которого оно указывало на то, что будет четкое продолжение роста евро к доллару. На текущий момент я пока вот не вижу здесь, не наблюдаю, что произошел разворот и евро будет расти. Может быть, это и есть разворот, то есть который вот здесь произошел, но с моей точки зрения здесь его лучше не трогать, посмотреть, как эта ситуация разрешится, потому что с одной стороны вроде бы здесь вышли объемы и произошел разворот, с другой стороны, вот по моему мнению, 1.22 то, что пробили, это указывает на слабость евро к доллару, и я бы здесь пока его не трогал, пока бы за ним посмотрел. Так, друзья, далее евро-рубль, tomorrow котировка, дневной таймфрейм. Сразу обращаю внимание, вчера я это говорил, что в текущих реалиях пара евро-доллар, доллар-рубль, она более интересна, потому что по евро сейчас, здесь у нас получается диапазон, вот евро-рубль, здесь наиболее вероятно сегодня движение в диапазоне 90,6-91. То есть она, вот видите, вот в этой консолидации, в этой проторговочке завязла. Вот в этом, конечно, есть свой плюс, но с другой стороны размах, то есть хождение евро-рубль, оно стало меньше. А с учетом того, что ликвидность евро-рубль меньше, чем рубль-доллар, то, соответственно, когда снижается размах, с моей точки зрения, это для такого инструмента минус. Так, друзья, на открытии, я думаю, здесь юрики правы. Они сделали ставку на укрепление евро к рублю. Здесь прямо напрашивается отсюда рост евро на 90,93 и, возможно, даже 91,05 вот сюда, в этот диапазон. То есть здесь у нас с одной стороны разворотная формация, с другой стороны отбой от нижней границы консолидации. Так что здесь, я думаю, звезды сходятся в одной, с высокой степенью вероятности евро к рублю будет укрепляться сейчас на открытии. В каком случае это не произойдет, если сейчас возникает коррекционный откат и на объеме пробивается 90,55. В этой ситуации развивается укрепление рубля, цель которого уже будет, наверное, движение на 90,3-90,2. Такой сценарий мне сейчас видится маловероятно. Так, друзья, все. Основные инструменты рассмотрелись.